Устали от тревог и бесконечной болтовни ума? В этом видео не просто теория, а мощная практика, которая поможет вам за 10 минут вернуться к себе настоящему. Обретите покой, который не зависит от внешних обстоятельств. Осознать себя наблюдателем – это как впервые проснуться в темной комнате. Вы понимаете, что вы не комната, не мебель в ней и даже не сны, что только что снились. Вы тот, кто бодрствует и осознает темноту и сны. Большинство людей ждут чуда. Им хочется чего-то невероятного, но на самом деле все очень просто и естественно. Сила не в чудесах, а в вере. Сегодня в конце этого ролика я предложу практику, и мы проведем ее вместе. Но перед этим я должен рассказать о том, что же такое осознание себя не тем, кто есть ограниченная личность, а тем, кто есть бесконечное и живое. И как с этим жить? Как жить в роли наблюдателя? С вами Ашраэлин. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Как не просто знать об этом, а начать жить из этого места тишины и покоя. Жить как наблюдатель – это не значит уйти в пустоту. Это наполнить жизнь целостностью. Представьте, что ваше истинное «Я» – это чистое, бездонное небо. Ваши мысли, эмоции, телесные ощущения – это погода. Проплывающие облака, внезапные грозы, ласковое солнце. Живя в отождествлении себя с эмоциями, вы кричали: «Я – гроза», «Я – ураган», «Я – жгучее солнце». Теперь вы – то небо, которое вмещает в себя любую погоду, оставаясь при этом неизменным, бескрайним и спокойным. Вас не заглатывают эмоции. Это вы решаете, отождествиться с ними или просто наблюдать их. Вами не руководят чувства. Это вы руководите чувствами и решаете быть с ними в ладу или отстраниться от них. Вас не контролируют убеждения. Это вы контролируете их. Теперь разберемся, что это дает. Первое – глубокую внутреннюю тишину. Внешние бури могут продолжаться, но в центре урагана всегда штиль. Проблемы решаются не из состояния паники, а из состояния присутствия и ясности. Решения приходят сами, из тишины, чаще тогда, когда их не ожидаешь. Ты наблюдаешь как проблему, так и возникновение решения. Второе – свободу от диктата мыслей. Мысли больше не командуют тобой. Они приходят и уходят, как листья, плывущие по реке. Ты можешь выбрать, какой лист подхватить и рассмотреть, а какому позволить уплыть. Внутренний диалог из мучительного монолога превращается в фон, который можно отключить. Третье – несопротивление и принятие. Ты перестаешь тратить титанические усилия на борьбу с реальностью. Ты понимаешь, бороться с погодой бессмысленно. Ты позволяешь ей быть, наблюдаешь, учишься у нее и действуешь в соответствии с обстоятельствами, а не против них. Это не пассивность, а высшая форма экологичного взаимодействия. Четвертое. Ты приобретаешь подлинную силу и уверенность. Твоя сила больше не зависит от внешних атрибутов, статуса, одобрения, успехов. Она исходит из самого источника бытия. Это уверенность горы, которая не дрожит от того, что у ее подножья дует ветер. Все это осознается в повседневности через микропрорывы. Например, ты стоишь в пробке. Старая программа «Я», раздраженный водитель, уже запустила привычный сценарий. Напряжение в плечах, поток ругани, плохое настроение на весь вечер. Но теперь кто-то внутри успевает заметить это до полного погружения в роль. Это подобно легкому щелчку, смене перспективы. Ага, вот оно, раздражение. Оно проявляется как жар в лице и желание бить по рулю. Интересно. И этого мига осознанности достаточно. Ты не подавляешь эмоцию. Ты даешь ей пространство, чтобы она протекла через тебя, не захватывая целиком. Ты наблюдаешь эту эмоцию, где она сосредоточилась в теле, какого она цвета, как ощущается.
И вместе с этим ты становишься тем, кто наблюдает пробку, а не тем, кто этой пробкой является. Ключевое отличие от жизни в границах личности заключается в том, что личность реагирует, а свидетель наблюдает и делает выводы. Личность ищет счастье вовне. Свидетель знает, что покой – это его естественная природа. Личность боится смерти и потерь. Свидетель бессмертен и знает, что все формы временны. Личность живет в прошлом и будущем. Свидетель пребывает в вечном сейчас. Важно понимать, что это состояние наблюдателя культивируется не через усилия, а через напоминание. Не нужно пытаться стать наблюдателем. Им нельзя стать, потому что вы уже им являетесь. Можно только вспомнить об этом. Якорь в настоящем. Ваше дыхание, ощущение стоп на земле, звуки вокруг – это порталы в настоящее. В течение дня возвращайтесь к ним. Что я слышу прямо сейчас? Что чувствуют мои пальцы? Это моментально возвращает вас из мира мыслей в мир непосредственного переживания. Если вы тревожитесь, спросите себя, для кого эта тревога? Кто ее осознает? Ответ для меня – лишь мысль. Углубляйтесь дальше. Кто этот «я»? Это простое вопрошание без поиска умственного ответа переносит фокус с содержания, то есть с тревоги на самого сознающего. Делайте все как подношение. Мытье посуды, прогулка, работа за компьютером – все это можно делать не как скучную обязанность личности, а как медитацию, как действие, совершаемое из тишины и для тишины. Это наполняет рутину сакральным смыслом. Жизнь из истинного «я» — это не обретение чего-то нового. Это возвращение к своему началу, к тому, чем вы были всегда, но забыли в шуме великой игры. Это растворение в источнике, из которого вышли все реки ваших мыслей, чувств и поступков. И теперь, управляя своим скафандром и его программным обеспечением, вы наконец-то можете наслаждаться полетом, а не бороться с бурями. Вы и путешественник, и бескрайнее пространство, в котором происходит это путешествие. А теперь обещанная практика «Попробуем увидеть себя настоящего в каком-то образе». Этот образ уникален для каждого и символичен. Не нужно его воспринимать буквально, интерпретируйте его с помощью ассоциаций и ощущений. Итак, для того, чтобы наша работа была максимально эффективной и комфортной, нам важно сначала привести вашу нервную систему в состояние глубокого покоя и расслабления. Это откроет доступ к ресурсам вашего подсознания и позволит вашему сознанию занять удобную позицию наблюдателя. Пожалуйста, расположитесь максимально удобно. Почувствуйте, как ваше тело поддерживается поверхностью. Дайте спине, плечам, рукам полную опору. Вы можете закрыть глаза, если вам так комфортнее, или просто опустить веки и смотреть в пол перед собой. Сейчас мы с вами выполним несколько простых шагов для глубокого расслабления. Вам не нужно ничего делать через силу. Просто следуйте за моим голосом, позволяя телу и разуму естественным образом отвечать на мои слова. Перенесите все ваше внимание на ваше дыхание. Не нужно его менять, контролировать или форсировать. Просто осознайте его. Почувствуйте прохладу воздуха на вдохе и легкое тепло на выдохе. Обратите внимание, как двигается ваше тело вместе с дыханием. Слегка поднимается и опускается грудная клетка, живот. Позвольте дыханию стать чуть более глубоким и плавным. Настолько, насколько это приятно для вас. Перенесите внимание на тело. Почувствуйте, что оно расслаблено, что по нему распространяется тепло. Почувствуйте тяжесть плеч, рук, ладоней и пальцев. Почувствуйте опору под вами, тяжесть ног, стоп.
Теперь представьте, что с каждым вдохом вы вдыхаете спокойствие и расслабление, а с каждым выдохом вы отпускаете любое оставшееся напряжение, тревоги, мысли. Ваше дыхание становится само по себе ровным, глубоким, спокойным. А теперь представьте перед собой большое зеркало размером в ваш рост. Обратите внимание, есть ли рама у этого зеркала? Если есть, то какая? Старое зеркало или нет? Есть ли в нем трещины или оно абсолютно гладкое? А теперь вглядитесь в глубину зеркала. Какой образ вы видите там? Понаблюдайте за ним. На что он похож? Какого цвета? Какой формы? Какие чувства или эмоции он в вас вызывает? Побудьте с этим образом ровно столько, сколько нужно. Как почувствуете, что общения достаточно, сожмите 3 раза кулаки, медленно потянитесь, откройте глаза и сфокусируйтесь последовательно на 3 разных предметах, которые увидите перед собой. Буду признателен, если расскажете в комментариях, что увидели и как растолковали увиденный образ. И помните, этот образ не что-то случайное. Это послание от вашего бесконечного «Я» к той части вас, что живет в этом мире. Он – проводник, мост между личностью и наблюдателем. Возвращайтесь к этому ощущению в течение дня. Вспоминайте суть этого образа. Попробуйте глубже разобраться в нем. И не забывайте о том, кто вы есть на самом деле. О себе наблюдателе. До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.